Всем привет! Лето выдалось жаркое. Жаркое в плане World of Warcraft, богатое на события. И готовящийся ивент по открытию анкеража, и внушительная волна банов ботоводов, и вот только что прошедший чемпионат по ВСГ. Так получилось, что параллельно наши ребята организовали еще свой неофициальный турнир по дуэлям 2 на 2. Global Flame Gore Liga. И чемпионат WoW Classic Summer Bowl прошел для русского сообщества в его тени и был незамечен. Практически все русские стримеры были сосредоточены на состязании GFL, и часть событий на ВСГшном турнире была незамечена. По сути, там не было ничего нового. Победили, кто бы вы думали. Правильно, все те же Apes, сразившись в финале со своим же вторым составом, чем доказали свою безукоризненную крутизну. А часть боев были, мягко говоря, скучными. Поскольку на турнир зарегистрировались не только организованные PvP составы, но и какие-то бомжи, которые сражались с такими же бомжами по полчаса, чем утомляли такой игрой зрителей. Но речь сегодня пойдет не о них. На WoW Classic Summer Bowl выступали и наши ребята с Пламегора. Команда с забавным названием Last and Sleep. Типа «Последняя игра и баиньки». Состав там был достаточно серьезный, практически из одних 14 рангов. Был там и НЦР, участвовавший в последнем CDL и занявший неплохие места. Играли они, на мой взгляд, хорошо, но, к сожалению, не победили. И все бы ничего, если бы не одно обстоятельство. Пролистывая русский офф-форум, я наткнулся на интересную тему. Неспортивное поведение РУ-оффа на Summer Bowl. ТС сообщает, цитирую: «Сегодня, с 20 на 21 число, на чемпионате Classic Summer Bowl команда русских игроков Last and Sleep с Пламегора при выигрышном счете 2-0 не сдавала последний третий флаг, а просто вся банда стояла в своей комнате и угорала, по всей видимости, на своей победе. За что и получил огромное количество хейта на стриме Ютуба от 5К человек. Их противники ливнули сами». Также ТС скинул ссылку на стрим, который проходил на официальном канале World of Warcraft. Тема любопытная. Когда бурги хейтят русских, мы к этому привыкли. Но когда наши же сами создают такие темы, это странно. Окей, я перешел по ссылке посмотреть на этих неадекватов и вижу, да, ФК стоит какое-то время перед флагпоинтом, счет 2-0, в чате тонна хейта с призывами забанить, уничтожить, дисквалифицировать. Типичные русские. А вы что думали, это же русские. Какое-то тело пишет: «Я русский и не горжусь этим». Колоритный такой чат. Понятненько. Возвращаемся в тему и читаем примерно то же самое. Неспортивное поведение, позор нации, все в этом духе. Ясно. Форумные активисты тоже отрываются. Народ у нас бывает, кстати, не особо активный. Иногда бывает лень мотнуть стрим на полчасика пораньше и посмотреть, что было до этого. Мне стало интересно, действительно, что же случилось такого, что наш прим довели до такого поведения. И я посмотрел всю игру от начала до конца. Более того, я нашел русский стрим с переговорами в Дискорде, чтобы воочию убедиться, действительно ли там сидела банда и угорала над своей победой. То, что я увидел, расставило все точки над «и». Возвращаемся к началу разговора, что на турнире выступали как сильные составы, так и бомжи. Нашим попался не самый сильный прим с сервера Разарфен. Состав, честно говоря, был никакой. Ни одного роги, ни одного ханта. То есть, кто должен был стопать друида, было вообще не ясно. Как игроки с Разарфена собирались побеждать, непонятно. Может, они просто пришли покрасоваться в телевизоре, потроллить своих соперников. А когда начался бой, сразу все стало понятно. Весь план был в том, чтобы забрать наш флаг, встать у себя в деф и все. Больше ничего не делать. Все 10 человек встали в защиту и даже не предпринимали никаких попыток вернуть свой флаг. Вообще никаких. Я пересчитал европейскую команду, да, никто не собирался атаковать. Почему так? Все дело в правилах турнира, которые были немножко похожи на правила актуального Варсонга. Бой ограничен 35 минутами. В случае, если по флагам равное количество, побеждает та команда, которая либо забирает последний флаг, либо совершит большее количество киллов.
Стратегия у Разорфена была именно такая, максимально гейская. Взять флаг, окопаться на своей базе, а игроков, которые будут приходить на отбор, фармить и тем самым выезжать по киллам. Что, собственно, вы и видите. Тем более, состав на своей территории имеет преимущество в плане того, что им с Кладбона бежать меньше времени, чем команде Last and Sleep. Но на их беду наши на такую игру были не согласны. И все же сумели в меньшем составе, поскольку двое находились в дефе, восьмером продавить защиту и отобрать флаг. А потом просто прошлись катком по их приму, сделав 2-0. А в завершении боя, когда осталось поставить последний, третий флаг, наши вспомнили, насколько гнилую тактику боя выбрали противники и решили их проучить. Вы, ребята, хотели глинить в СГ 35 минут и получить победу, обузив правила боя? Окей, получайте ваши законные 35 минут. Разорфен, увидев, что собираются сделать наши, поняли, что ловить им тут больше нечего, врубили какое-то клоунское РП-хождение пешком, а потом просто ливнули из боя. Но люди, которые пришли на трансляцию позже, просто они не поняли, что произошло. Фраза «типичные русские» звучала достаточно часто, и было несколько обидно за то, что в этом бою оказалась не наша команда. Наши, кстати, даже и не знали, что их бой транслируется на 12 тысяч зрителей. ТС этого замечательного поста на форуме, наверное, не в курсе, что стрим дублировался на Твиче тоже. То есть где-то 5-6 тысяч на Ютубе и примерно столько же на Твиче. Тема весьма необычная и спорная. Я, может, и не уделил ей столько внимания, если бы сегодня не зашел на форум и не увидел, что топик набирает популярность. Я просто счел долгом пролить свет на то, как это было на самом деле. Да, неспортивное поведение мы встречаем достаточно часто в играх. Да, игроки иногда перегибают, без этого не обходится ни один крупный турнир. Вопрос только в том, получат ли должную оценку игроки от сообщества, либо будут и дальше обходить правила и вести себя некорректно. Вам же я предлагаю решить, правильно ли поступила наша команда, решив проучить клиномесов, либо нет. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные события из мира World of Warcraft. И удачи, не болейте.